Hello, beautifuls, вы на канале Twinkie Talks, и это совершенно рандомный, быстрый, шутливый видос, потому что я как бы сделала выпуск «Игра новостей», а выпускать два подряд мне не хотелось, и я такая решила, что сделаю еще и это. Недавно у себя в телеграм-канале я попросила вас написать своих героев и героинь из разных игр, и второстепенных NPC-шек, и главных, как бы потому что так вроде и вы поучаствуете, ну и будто бы интереснее выйдет. Я взяла на себя смелость сделать сам топ-лист и дать ему название. Вы можете его видеть где-то здесь. Тема «С кем было бы найс застрять в лифте». Да, я не придумала ничего другого. Ну, нет, на самом деле я придумала кое-что другое. Но поверьте, лучше оно того не стоит. Боже, как мне нравится эта кофточка. На случай, если кого-то из персонажек вы не знаете, я буду описывать их парой фраз из Вики и, наверное, вставлять какие-то их цитаты, чтобы мне было от чего толкнуться. Давайте сразу и приступим, чтобы долго не тянуть. И если вы хотите, можете вместе со мной писать в комментариях, кого бы вы поставили на какое место. Сейчас узнаем, с кем мы не уживемся в одном лифте. Впрочем, я вспомнила, что даже тут без залетных не обошлось. Они там написали про новеллу «Когда плачут чайки» и что-то такое. Потом еще шутили про износы. Короче, вот с анимешными персонажами из этого я рядом срать не сяду, так что сразу пролетают, даже вот не войдя в лифт. А так, первая у нас была Морриган из Dragon Age. Ее у нас мало волнуют социальные нормы и правила, она цинична, прагматична, почти всегда говорит то, что думает, испытывает проблемы с выражением привязанности и благодарности. Цитаты, если что, я брала рандомно, не читая их предварительно, и у нее выпали вот эти две. На самом деле, я думаю, что она большую часть времени молчала бы, ну, в целом, как и я. Я как бы интровертированная, но подстраивающаяся, так что мне было бы, в принципе, ок с ней молчать, а если бы не молчать, то мне очень понравилась ее первая цитата, так что я поставила ее на второй блок. Очень даже неплохо. Ну, короче, да, с ней бы проехалась. Дальше у нас Эбби Андерсон из The Last of Us 2. Она у нас решительная, грозная особа, которая довольно долго готовилась и шла к тому, чтобы отомстить убийце своего отца, но также она сильная волей и преданная. Ее цитата вот здесь. На самом деле, я Эбочку давно люблю как дизайн героини. Очень мне нравится она. Кстати, она еще страдает акрофобией, или как это называется? Ну, короче, боязнь высоты и падения с нее. Я вот тут не уверена, возможно ли такое, что в лифте она тоже будет паниковать. Если мы условно застряли где-то высоко, наверное. Хотя ладно, я тоже буду паниковать в таком случае. Так что мы вместе с ней будем молча паниковать и делать вид, что все норм. Мне кажется, как и с Морриган, она бы большинство времени молчала. Я думала сперва поставить ее на серединку, но решила поставить ее вместе с Морриган в один ряд, потому что я бы стояла и залипала бы на ее чудесные руки. Я прям не могу с них... Боже, я хочу такие же. Лишь бы она мне кабину не снесла, конечно. Мне долбаная ресница в глаз попала, он теперь красный, короче. Я буду плакать. Не обращайте внимания. Следом идет у нас Элли Уильямс из той же Last of Us. И я подумала, что раз одни из одной игры, то был бы классный экспириенс остановиться с ними в одном лифте одновременно. Но потом я поняла, что они, наверное, одна вторую поубивали, лифт бы упал, и, ну, не, спасибо. Короче, я решила взять именно Элли из первой части, как больше подросткового возраста. Она у нас тогда была немного саркастичная, ироничная и импульсивная. В целом, качество мне нравится. Я сама недалеко ушла. На самом деле, я думаю, нам было бы забавно с ней пообщаться или перекинуться парой кринжовых историй. Так что я поставлю ее первой высший ранг. Сьюзан Эшвард, чудесная моя, из игры God Lady. Я безмерно обожаю эту игру и героиню, потому что, ну, это мега топ из игр про психическое здоровье. Я потом ее добавлю в одну из подборок, расскажу больше, но если быстро брать ее в начале игры, то это очень ментально и морально подавленная женщина, от которой буквально веет вайбом депрессии. Ее цитаты тоже как смысл жизни, в принципе. И вот именно из-за этого, из-за того, что я, по сути, с ней в около одной лодки, я поставлю ее на 4 место в листе. Просто вот не потому, что я не хочу с ней ехать, потому что, чтобы она сильно не напрягалась, что мы стоим тут такие обе, не чтоб я не перенимала болезненные вайбы. Я лучше музыку послушаю, короче, никого не буду смущать. Ради нас обеих, мне кажется, нам лучше не застревать в одном лифте. Типа, я правда безмерно ее обожаю. Я даже в ее честь назвала свой черепок. Вот это Сьюзан. Ну, милашка, ну. Там мелочь, кстати, лежит. Ну ладно.
Снова у нас упоминание Dragon Age, на этот раз это Изабелла. Это веселая общительная пиратка, которая по описанию Вики любит сексуальную активность, прости господи. Цитатки у нее действительно забавные, так что я предполагаю, что она бы начала со мной разговаривать, а я, будучи потерянной в триху, наверное, не знала бы, как ответить и как разговор поддержать. Вообще, мне кажется, она могла бы меня обокрасть, так что я наверняка не уверена, куда ее ставить. Пускай тоже, наверное, будет на А-ранге, вроде как бы и неплохо, а вроде как бы и... Ну, не самый верх, но хорошо. Еще мне написали Астариана. Я даже думала, скажет ли мне кто-нибудь именно его. Перед идеей на это видео я вообще хотела снять чисто отдельную тему про Астариана. И там еще за БГ3 в целом. Потом займусь, наверное. Давайте, чтобы честно было, я попытаюсь абстрагироваться как могу от моей любви к персонажу и попытаюсь поставить его объективно. Ой, как тяжко-то! Итак, он у нас вампирчик с саркастичным юмором, драматизмом, похабными намеками из привычки, но тяжелой судьбой. А еще немного манипулятор. Ну что там мной в лифте манипулировать, правильно? Че? Я даже не предполагаю, что он может там мной манипулировать, чтобы я ему в лифте сделала. Вообще, даже если не особо знать его, мне его фразы нравятся, потому что он такой смешной, я не могу. Чисто, чтобы постоять его голос, послушать, похихикать, но это прям самое оно. Он бы, наверное, еще сидел и недовольствовал, что мы застряли в лифте и, наверное, надолго. Я ставлю его в S-тир. Я клянусь, это было объективно. Ну что поделать, если он мне почти во всем подходит и нравится. Jade is Beyond Good and Evil идет следующий в списке. Она у нас фотографиня, живет в приюте на маяке с сиротами, она сама тоже ей является. Энергичная, смелая, с сильным чувством справедливости. Ну, вот с чувством справедливости мне очень нравится. Я ее как героиню прям хорошо не знаю, но вот этот факт про справедливость мне заходит. Я поставлю ее на серединку, потому что застрять с ней в лифте было бы, ну, средней классности. Как бы и пообщаться можно, потому что, наверное, мы бы нашли темы. А как бы если нет, то ну ладно. Ну, будто идеальная серединка. Ульфрик Буревестник внезапно, но мне нравится, что его написали. Это у нас предводитель братьев Бури, которых я не люблю на самом деле. Он довольно большое эго имеет, он главарь мятежа, но при этом, будучи при власти, чаще всего выбирать путь силы, а не дипломатии, а на улучшение ситуации в некоторых районах Виндхельма тупо закрывать глаза. Про его связь с Талмором и предательство Скайрима на самом деле говорить не буду. Но он мне неприятен сам по себе, почти во всех чертах и отношениях, так что sorry, not sorry, Ульфрик, ну ты идешь вниз списка, будешь, так скажем, первооткрывателем, потому что я бы не очень хотела с ним застрять в лифте. Вот еще один интересный вариант подкинули Месмер, колосожатель из Элден Ринга. Я, короче, долго искала, что про него вообще написать, потому что, по сути, у него я цитату еле наскребла, что он говорит. И он как бы у нас босс в игре, так что тут много и не сказать. Он особо как личность не раскрыт, так что я могу судить только потому, что он вечно в бою на кол людей сажает. Ну, тут, наверное, не прокатит вариант с наушниками. Я лучше выберусь из лифта скорее, чтобы даже он на меня не смотрел, это страшно. Не, ну дизайн у него прикольный. Следующий это Коу Джеймс из Our Life. Я до сих пор не прошла 4-й акт. Я постоянно забываю это сделать. Но Коуа я помню, потому что он у нас один из любовных интересов и, по-моему, довольно чуть ли не самый прописанный, как по мне. Он застенчивый, сентиментальненький, там вообще его еще характер зависит от выборов и от прокачанности отношений, но я не буду это учитывать. Короче, если брать вот как поначалу, то да, он застенчивый, сентиментальный, как я сказала. С ним я бы выбрала 3-й пункт. Он как бы мне нравится как персонаж, но если застрять с ним в лифте, то у нас был бы взаимное нихера. И скорее всего, мы бы тоже оба молчали, и какого-то сильного эффекта, чтобы я хотела начать с ним диалог или порассматривать его, тоже не было бы, поэтому на это место. Джозеф Ода из Evil Within. Это полицейский, мягкий к окружающим, строгий к себе, на него можно положиться, он всегда действует по уставу, также настойчивый и дотошный. На самом деле он выглядит мне интересно. У меня фраза «на самом деле» — это, наверное, фраза «паразит». Он выглядит интересным челом, где я и думаю, что мы бы молчали и ждали помощь. Снова же. Ну, возможно, он бы еще подозрительно на меня глазел, но я бы даже поставила его куда-то на серединку тоже. Прикольную героиню мне также написали, это Амици из Blackwood Tale. Она довольно начитана и эрудирована, но я думаю, мы с ней бы не совсем сошлись характерами. Ну, нет, характерами нет, я не так сказала. Характерами бы сошлись. Не в том плане, что мы как-то не ладили бы или как-то плохо пошло, но она будто не совсем мой тип. Я поставлю ее на 4-е место, просто потому что мы вряд ли бы общались. Ну, застряли, я послушаю музыку, ну ладно. Кровавая Мэри из The Wolf Among Us всплыла тоже. Умная, расчетливая, злая, жестокая, и она у нас убийца, к слову. Я думаю, вот исходя из этого последнего пунктика, я ее поставлю на последнее, соответственно, место. Не то чтобы я думала, что я буду специально ее как-то бесить, или что я буду ее целью, но будто оно не стоит проверки, да? Ты действовал наверняка, да? Это была ненависть, гнев, голова
поехала. Я наизусть это помню, ей-богу. Те, кто знают, те уже поняли, что речь пойдет про Конора из Детройт. Он у нас андроид, переговорщик и еще булочка с корицей. Вот честно, я сначала долго думала, в какой ипостаси брать его в тот лифт. И в итоге пришла к выводу, что абсолютно значения не имеет. Абсолютно. Потому что он, скорее всего, был бы тем, кто сразу бы вызвал помощь, дал бы мне шансы на плохой и хороший исход в этом лифте, продекламировал бы мне правила поведения при застревании и при этом, наверное, еще крутил бы монетку в руках. Пофиг плюс пофиг, я ставлю его на первое место вместе со Старианом и Элли. Ну, потому что мне даже просто наблюдать за ним было бы очень-очень интересно. Я была слегка удивлена, когда мне написали Summer из Sims 4, но мне снова же нравится. К сожалению, фамилии ее не помнят, а так как в игре 2 Summer, я просто решила тыкнуться рандомно и выбрала Summer Holiday. Извините, если вы имели в виду другую. Цитат тут ее не будет, потому что, ну, это Sims. Там, в принципе, нет цитат и внятных слов, но про нее, исходя из ее характера, можно сказать, что она дружелюбная, общительная, веселая, работает посудомойщицей и по жизненной цели хочет стать мировой подругой. Такая, знаете, без стрёмных тайн или грязных секретиков, довольно милая человая девушка. Застрять с ней в лифте было бы, ну ок. Ну, нормально, обыденно. Ни очевидных минусов, ни суперплюсов. Ну, тоже золотая середина, мне кажется. Вот если бы вы мне Калиба Торы задали, я бы его выше поставила, потому что, глядишь, стала бы вампиркой по-быстренькому. Ну, или просто едой. Вернемся к вратам Балдура 3. Снова, я так смотрю, не одна я на них немножко помешана и могу говорить про них постоянно, потому что довольно много было упоминаний именно оттуда ГГ. Я решила взять на этот раз Рафаила. Это Камбиан, хитрый, манипулятивный, театральный. Мне сразу в голову пришла мысль, что он бы, наверное, попытался выторговать у меня душу. Підпис здесь и підпис здесь. Но в любом случае, мне, наверное, стало немного душно от его кучи текста и еще стихами. Хотя экспириенс интересный, застрять с дьяволом в лифте. Так что пускай он будет на втором месте. Неудача Рамирес Эрнандес, моя прекрасная девчушка из Little Miss Fortune. Очень добрая девочка, любознательная, наивная, неуклюжая и, увы, повидавшая дерьма. Я обожаю эту игру, обожаю эту девочку. Не думая, поставлю ее в самый топ. Я бы, возможно, слегка стремалась поначалу некоторых ее мыслей, но в целом она очень интересная мне как личность, и мне очень хотелось бы послушать ее мысли. Просто посмотрите ее цитаты, ну это же прямо, ну, delicious. Последняя сегодня Лив из Northgard. Амбициозная, прагматичная, не любит тратить время попусту на бесполезные занятия. Я предполагаю, что застрять в лифте для нее считалось бы тратой времени, как раз так, что, возможно, она бы сама быстрее покинула его, сломав двери, чем я. Пускай она будет на серединке, но снова же с учетом того, что это она сама свалит как можно скорее. Мне это с ней норм постоять, я не против. Ух, вот такой получился итог. Вообще, идеально было бы застрять в лифте вместе сразу с несколькими противоречивыми личностями и тупо за ними наблюдать и слушать, лишь бы они этот лифт совсем не сломали. Вот как с Элли и Эбби я предполагала. Я взяла не всех, кого мне писали в этот раз, потому как собиралась сделать это видео совсем коротким, а оно уже 20 минут идет, я половину вырежу. Решила в итоге остановиться на 16 ГГшках пока. Ну, я, может, сделала бы еще потом подобное, но не знаю, стоит ли и о чем конкретно. Можете написать в комментариях. Я даже не знаю, чем мне в голову вообще стукнуло, что я решила записать именно такой ролик, но я уже его записала, так что я его выпущу. Пофиг, даже если кринжово, абсолютно насрать. На этом все, твинчаты. Если вам зашло, подписывайтесь, ставьте лайки. Если нет, то тоже нормально. Всем пока!